Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике вновь говорим о том, почему же на твой Xiaomi не приходит новая HyperOS 2 Global, ведь, допустим, ты являешься тестером. Мы рассмотрим все нюансы, и я постараюсь закрыть этот вопрос с данным видеороликом раз и навсегда. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Очень много инфы я замечаю, что в Телеграме, что в Ютубе в комментариях. Многие пишут, я являюсь тестером и как бы-то обновления нет. Но вы забываете о том, что у компании Xiaomi рассылка прошивок реализована немножечко иначе, чем, допустим, у других. Что я имею в виду? Допустим, мы с вами хотим взять Xiaomi 14T, вот на примере данного сайта. У него есть, понятное дело, разное количество прошивок. Есть европейская стабильная, глобальная стабильная, есть индонезийская стабильная и так далее, там русская стабильная, турецкая и т.д. и т.п. И как вы понимаете, что не сразу на все там 5-6 индексов прошивка может прийти. Она вот, допустим, на Xiaomi 14T доступна только для европейской стабильной. И вот вы можете это наблюдать. И то есть, когда в комментариях я вижу ваши упреки для компании Xiaomi, для разработчиков, что вот они там все сроки профукали, но при этом у вас, допустим, там Xiaomi 14T и там индонезийская прошивка, то как бы не совсем корректно говорить, что они сроки профукали. Ведь, допустим, на тот же европейский индекс данная прошивка присутствует. И то есть, подведя некое такое резюме, прежде чем, допустим, писать свое негодование, прежде чем, как бы-то, знаете, кого-то обвинять в чем-то или меня обвинять, что я какую-то неправильную информацию даю, необходимо убедиться, есть ли вообще на ваш индекс прошивки новое обновление и вообще доступно ли оно. В плане доступности имеется в виду, если, допустим, есть тот же образ Fastboot. Как только образ Fastboot появляется в публичном доступе, это означает, что прошивка уже публично всем рассылается. И то есть я надеюсь, с этим первым моментом мы с вами разобрались. Второй же момент, почему я являюсь тестером, я подаю там заявку на тестирование в Mi Community, глобальный регион, и все равно прошивки нет. Потому что вы подаете заявку на тестирование для своей прошивки, которая установлена в телефоне. Больше чем уверен, что у большей части владельцев Xiaomi 14T будет именно международная прошивка, вот с такими индексами. И как вы можете заметить, на нее обновления нет. Ну а если мы с вами еще и третий вариант рассмотрим, что, допустим, у вас Xiaomi 14T, или же другой аппарат, который уже имеет в публичном доступе ту самую HyperOS 2 Global, у вас нужный индекс, нужная прошивка, но вам не приходит HyperOS 2 Global. Что в данной ситуации делать? И как бы-то есть три варианта, что в принципе можно предпринять. Первый — это, конечно же, пробовать с помощью метода подмены файла все это делать, но не каждый, скажем так, будет этим заниматься. А два варианта я вам сейчас продемонстрирую на примере реального смартфона. Ну и теперь оставшиеся два метода, которые помогут вам получить HyperOS. Первый метод, если вы хотите немножко заморочиться в плане поиска прошивки, если вы не хотите там что-то менять у себя в смартфоне, можно все это дело провернуть с помощью такого метода под названием 3 точки. Но вы должны четко понимать, что для вашего индекса вышла публичная прошивка, как я уже рассказывал ранее. Далее вы ее должны закачать, после чего вы должны нажимать в центре HyperOS до того, пока не вылезет, что дополнительные возможности у вас активированы. Также вы можете меня спросить, где же найти прошивку. Это можно сделать либо же на всяких сайтах-репозиториях, либо же у нас в телеграм-канале. Я там периодически публикую информацию о том, что там, допустим, вот сегодня, 23 декабря, вышла прошивка на Poco X6 Pro, именно для европейского индекса, и вы ее там можете скачать. Далее вверху нажимаете на 3 точки, выбираете «Выбрать файл прошивки» и после чего указываете тот файл, который вы загрузили. Если же прошивка была для публичного доступа уже разослана, если же у прошивки никаких проблем нет, то она, понятное дело, установится. Если вы не хотите играться там со всевозможными прошивками, что-то где-то качать, можно попробовать и второй метод, который, кстати, весьма очень рабочий. Но что для этого нужно сделать? Конечно же, нужно в любом случае убедиться, что для вашей прошивки с вашим индексом доступна HyperOS 2. Если же на ваш регион, который у вас сейчас установлен, она не приходит и вы еще все застряли на там HyperOS 1, вы заходите в настройки, расширенные настройки, выбираете регион и далее один из следующих. Это может быть Малайзия, Великобритания, Индонезия, Марокко, Индия, Бразилия. То есть один из этих индексов в любом случае вам подойдет, и я больше чем уверен, что вам прошивка
придет. Если вы будете, допустим, на прошивке с русским индексом, либо же, там, допустим, вы будете с турецким индексом, с индонезийским индексом менять регионы и думать, что вам прилетит та прошивка, которая доступна для этого телефона в принципе, то, увы, так это работать не будет. И как я уже говорил ранее, что это не вина компании, что это не вина разработчиков, ну, как бы такие особенности выпуска всех прошивок, поскольку регионов много, и сразу на все регионы прошивка не рассылается. И я искренне надеюсь, что данным видеороликом мы с вами закроем тематику вопросов, которые касаются, почему мне HyperOS не пришла, почему я тестер, а мне HyperOS не приходит, почему для какого-то индекса прошивка вышла, а на мой не вышла. И да, еще, кстати, такой момент. Многие в комментариях задают, когда прилетит прошивка на тот или иной индекс. Четких сроков никто вам никогда не назовет, кроме самих разработчиков. Потому еще раз на этом делаю акцент, что доверять всяким фан-приложениям, фан-сайтам и авторам, которые пытаются на этом хайпить, ну такая себе затея. Необходимо следить за официальной информацией, либо у компании Xiaomi там в официальных сетях, либо же следить на форуме Mi Community, следить за новостями о выходе новых прошивок для вашего смартфона. Это будет единственным индикатором того, что реально прошивка вышла. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.